Крупные инфраструктурные проекты часто становятся не только двигателями экономического прогресса, но и зеркалом, отражающим геополитические амбиции и финансовое здоровье государства. В современной Латвии таким зеркалом без сомнения является амбициозный проект Rail Baltica, призванный окончательно интегрировать страны Балтии в транспортную систему Западной Европы. Однако, как это часто бывает, грандиозные планы сталкиваются с суровой реальностью, а их реализация обнажает глубокие системные проблемы, тесно переплетенные с упадком традиционной железнодорожной отрасли в лице государственной компании «Латвийская железная дорога». Неудивительно, что этот сложный узел из геополитических амбиций, финансовых просчетов и инфраструктурного застоя привлек внимание самого Скотта Риттера. В своей недавней статье он рассмотрел ситуацию не просто как локальный экономический кризис, а как показательный пример того, к чему приводит разрыв десятилетиями выстраивавшихся экономических связей в угоду политической конъюнктуре. По мнению Риттера, недостроенный мост Rail Baltica над Даугавой и ржавеющие пути старой ЛЖД – это два символа одной и той же политики, ведущей страну в тупик. Мы предлагаем вам ознакомиться с ключевыми фрагментами этого аналитического материала, в котором детально разобрана финансовая подоплека упадка ЛЖД и проведен анализ ситуации со строительством Rail Baltica. Итак, в финансовом ландшафте Латвии произошла драматическая метаморфоза. Некогда могущественная и прибыльная латвийская железная дорога ЛЖД, являвшаяся опорой национальной экономики, превратилась в структуру, хронически зависимую от государственных вливаний. В этом печальном статусе она теперь стоит в одном ряду с другим грандиозным и столь же финансово ненасытным проектом – Rail Baltica. Как отмечает латышский публицист Арнис Клуйнис, похоже, что единственным по-настоящему ценным активом, оставшимся у госкомпании, является ее уважаемое историческое имя, которое, по всей видимости, будет использовано в качестве ширмы, чтобы элегантно прикрыть миллиарды, безвозвратно погребенные в амбициозном строительстве новой магистрали. Финансовая пропасть между содержанием существующей железнодорожной сети и возведением новой поражает воображение. Если для поддержания инфраструктуры ЛЖД в рабочем состоянии сегодня требуется ежегодная дотация в размере 20-30 миллионов евро, то на реализацию проекта Rail Baltica уходят сотни миллионов евро каждый год, формируя бюджетную черную дыру совершенно иного масштаба. Последние финансовые отчеты служат безмолвным, но красноречивым свидетельством упадка. Годовой отчет ЛЖД за прошлый год и данные ее грузовой дочерней компании ЛДЗ Cargo за первый квартал 2025 года рисуют картину стремительного коллапса грузоперевозок. В 2024 году по путям проследовало всего 11,5 миллиона тонн грузов, что на 26,7% меньше, чем в предыдущем году. В первом квартале 2025 года негативная тенденция лишь усилилась. ЛДЗ Cargo отчиталась о перевозке 1,7 миллиона тонн, что означает падение на 33%, или на 835 тысяч тонн по сравнению с тем же периодом 2024 года. Столь отвесное падение наводит на мысль, что при сохранении таких темпов через несколько лет само понятие коммерческих грузоперевозок по железной дороге в Латвии может стать историей. На этом фоне парадоксально выглядит рост пассажиропотока на 13,5% до 19,5 миллиона поездок. Однако этот успех является мнимым, поскольку полностью обеспечивается за счет государственных субсидий перевозчику-пассажиру Вильцен. Логичным следствием схлопывания грузовой базы стало падение оборота всего концерна ЛЖД на 11,3% до 233,7 миллиона евро в прошлом году. Финансовый результат – чистый убыток в размере 29,8 миллиона евро. Принципиально важно понимать, что эта цифра – лишь остаток после того, как государство влило в компанию экстренную помощь. Без этой поддержки, официально названной платежом для обеспечения финансового баланса, реальный убыток составил бы колоссальные 58,8 миллиона евро. В прошлом году на латание дирок в бюджете ЛЖД потребовалось 27 миллионов евро. Часть этих убытков, к счастью для казны, пока существует лишь на бумаге, представляя собой бухгалтерский продукт амортизации, постепенного списания стоимости путей и оборудования, которые медленно, но верно ржавеют.
Реальными и осязаемыми расходами эти цифры стали бы в тот момент, если бы возникла необходимость восстановить инфраструктуру до состояния, позволяющего пропускать былые объемы грузов, которые в золотые времена ЛЖД достигали 60 миллионов тонн в год. Тогда требовалось поддерживать пути в идеальном состоянии и инвестировать огромные деньги в сортировочные мощности. Ярким примером таких инвестиций, чья целесообразность сегодня кажется сомнительной, является модернизация станции Шкиротава. 30 сентября 2011 года был объявлен тендер на 30 миллионов евро для установки сложной системы, заменяющей труд 26 костыльщиков, рабочих, вручную подкладывавших тормозные башмаки под колеса вагонов. Завершенный 9 марта 2016 года проект в итоге обошелся в 40,3 миллиона евро, причем более половины суммы поступило из фондов ЕС. Мотивация Брюсселя была двоякой. С одной стороны, обеспечить бесперебойный транзит российских энергоносителей в Западную Европу, а с другой, деньги практически мгновенно вернулись в экономику ЕС, так как подрядчиком выступил немецкий гигант Siemens. Из Берлина и Брюсселя эта инвестиция выглядела стратегически верной, но в Риге ее дальновидность ставилась под сомнение еще до геополитических потрясений 2014 года. Тем не менее, правительство и ЛЖД упорно продолжали вливать средства в инфраструктуру вплоть до 2020 года. Сегодня коэффициент эффективности тех затрат едва ли достигает 0,1 миллиона. На фоне увядания старой железнодорожной системы новая Rail Baltica генерирует собственные проблемы, монументальным символом которых стал недостроенный мост через Даугаву. Его первый этап завершен. Строители возвели две массивные опоры и перекрыли пролетами улицу Ла-Стадиес и набережную. Однако самый впечатляющий элемент конструкции, 44-метровый пролет, завис над рекой, устремляясь в никуда. Мост строится с использованием метода балансирующих консолей, что позволяет нам вести работы без установки лесов со стороны Даугавы. Мы возвели опору в русле реки, а затем последовательно при помощи специальной опалубочной системы бетонируем пролет в обе стороны, сохраняя идеальный баланс конструкции. Объясняет технологию представитель строительной компании Dererix Андис Линде. Сейчас рабочие завершают стяжку консоли специальными сверхпрочными тросами, чтобы предотвратить ее провисание под собственным весом. На этом все. Работы заморожены в ожидании финансирования. Хотя Линде уверяет, что возможное проседание на миллиметры или даже сантиметры не несет опасности, сам факт остановки столь знакового объекта говорит о многом. На первую очередь уже потрачено около 20 миллионов евро, а для завершения моста требуется еще ориентировочно 70 миллионов. Когда эти средства появятся, неясно, ведь для проекта Rail Baltica есть и другие неотложные нужды, такие как завершение центрального вокзала. Общая сумма дополнительного финансирования необходимого проекту только в этом году превышает 62 миллиона евро. Эта сумма дробится на множество статей: 37,659 миллиона на строительные работы, 7,34 миллиона для совместного предприятия РБ Rail, 6,761 миллиона для компании ЭДЗЛ и еще 10,813 миллиона на строительный надзор и прочие расходы, которые не покрываются из фондов ЕС. Латвийские власти хранят молчание о том, будут ли найдены эти деньги. В этой атмосфере неопределенности Министерство сообщения выдвинуло радикальный план реструктуризации – объединить убыточные дочерние компании ЛЖД и, что самое важное, понизить до статуса дочки ЛЖД государственную компанию Eiropos Dzelzceļa EDZL, которая как раз и отвечает за строительство Rail Baltica. Этот маневр порождает тревожные вопросы. Остались ли в рядах ЛЖД инженеры и менеджеры, способные управлять проектом такой сложности? И, главное, найдет ли Латвия средства для инвестиций на порядке превышающие все затраты на поддержание существующей железнодорожной сети? А пока ответов нет, бетонная консоль моста продолжает безмолвно висеть над Даугавой, служа суровым памятником грандиозным амбициям, столкнувшимся с еще более грандиозными финансовыми реалиями. Уважаемые наши зрители и слушатели, какова ваша личная оценка того удручающего положения, в котором сегодня оказались проект Rail Baltica и Латвийская железная дорога? Разделяете ли вы те неутешительные выводы, которые делает Скотт Риттер? Особенно ценными будут ваши наблюдения, если вы являетесь постоянным жителем Латвии.
Если затронутая в этом ролике тема окажется вам действительно важной, пожалуйста, поддержите нас своей оценкой и обязательно подпишитесь на канал. Мы продолжим готовить для вас острые и аналитические материалы. Спасибо за уделенное время.